Опять переезд. Так и живем. Ну что, зацените мою новую квартиру, ребят. Всем привет, кстати. О, вот такая кровать. Вот здесь я буду жить. Это люксовый класс. Всем доброе утро. Время 12:30. Еле проснулся. Ну что, первый денек на моем бомж-месте. Если кто еще не понял, я в хате у Иисуса вписываюсь. В целом, вот так выглядит вся моя жизнь. Вот так. Эта кровать не моя. Сегодня вроде хорошая погода, поэтому можно прогуляться немножко. Расскажу, что ли, уж. Че вообще? Куда я пропал? Снова. Опять. Вот это телепорты какие-то. Блин, я как будто заново учусь снимать. Я не знаю реально, о чем мне нужно вам рассказать. Ну, в первую очередь, как бы у меня вообще вроде все ништяк, погода у нас жаркая, все вроде здорово, и у всех друзей тоже все кайфно. Сейчас с ребятами в Иисуса доме вписался буквально на 8 дней. Потом мы вместе делаем визаран, а потом, скорее всего, я выдвинусь отсюда куда-нибудь на юг, потому что здесь погода неоднозначная. То идут дожди, то вот сегодня такой солнечный, жаркий день. В любом случае начинается монсун, август месяц, поэтому пора отсюда валить. Так что вот последние деньки с ребятами. Кто не видел, кстати, в Телеграм, кто не смотрит, это мой скутер. Вот меховые коврички я ему сделал, немножечко покрасил. Смотрите, у меня здесь есть вот такой пассажир. Кто смотрит аниме, это из мультика «Владыка» или «Повелитель» называется. Вот такая вот девчонка. Потому что спидометр, вообще я подумал, нахрен мне смотреть на этот спидометр. Лучше я буду смотреть на задницу красивой аниме тяночки. Короче, такие дела. Сейчас жду Джасуса. Собрались ехать на пляж, немножко искупаться. Время где-то 4 час дня. Солнце чуть-чуть идет на спад. В час было совсем дико. В общем-то, ребят, что я хотел сказать. Я пытаюсь вернуться на YouTube. Меня долго достаточно не было после того, как мы с Никитосом еще съездили в Лаос. И мне очень много людей писало, волновались, спрашивали, где и чем я занимаюсь. Спасибо, кстати, что интересовались. Постараюсь как-то потом рассказать и вспомнить, что вообще происходило. На самом деле происходило просто жизнь, ребята. Это жизнь, понимаете? И все, и больше ничего не происходит, потому что какой у меня выбор? Блин, я просто живу, и все. Иногда снимаю, иногда нет. И когда снимаю, нужно как-то, знаете, набирать вот эти обороты, постоянно вливаться вот в эту блогерскую жизнь, говорить голосом громче, чтобы было слышно, и всякое такое. Вот, в обычной жизни я, конечно, чуть-чуть по-другому разговариваю, наверное. Хотя я не знаю. В общем, какие-то вот такие дела, ребят. Постепенно буду стараться входить обратно в блогерский ритм и возвращаться на YouTube. Знаете, у меня всегда было такое немножко почему-то отторжение от того, чтобы снимать бытовую жизнь. Потому что, казалось бы, что происходит в моей жизни? Мне ничего не происходит. Кто-то думает, что типа у меня интересная жизнь или в ней происходят какие-то интересные штуки. Да не, обычная скучная жизнь. Вообще почти что ничего в ней не происходит, реально. Я тусуюсь с друзьями, пью чай. И что, мы гуляем. На самом деле достаточно скучно проводим время, если честно. Тусовок особо никаких не происходит и так далее. Как-то так. Поэтому вообще я привык снимать скорее путешествия, чем бытовуху. Потому что путешествие — это более какой-то драйвовый вид отдыха. Там ты не знаешь, что происходит, там все время что-то происходит, а бытовуха, она, сами понимаете, у меня крутится вот так день сурка, день за днем. И как бы в какой-то из дней я уже думаю, блин, какой бред вообще это снимать, это каждый день происходит. Ладно, вроде Иисус там уже едет. Погнали, прокачу вас на пляж, покажу, где мы плаваем. Вообще, казалось бы, народ, мы типа живем на юге, и вы думаете, мы вообще часто бываем на море и плаваем в море. Нет, это не так. Те, кто живут на море, знают это. Я не знаю, почему это происходит, но это реально факт. Если ты живешь рядом с морем, ты ни хрена туда не ходишь, не купаешься, оно тебе не интересно абсолютно. Не знаю, почему так. Люди, которые живут вдалеке от моря, они говорят, как так, если бы я жил на море, и да я бы каждый день ходил туда, да я бы там плавал, в этих волнах плескался. Пиздеж. Ой. Ну, короче говоря, это неправда, реально. Вот кого бы я ни встречал,
все забивают на эту воду. Серьезно. Либо вы должны быть каким-то любителями водного вида спорта, типа там серфинг и прочая вот эта штука. Либо если вы просто любите плавать. Но по большому счету море, когда живешь рядом, остается где-то на заднем плане. Вот. Поэтому периодически мы стараемся туда ездить, но делаем это крайне редко. Реально крайне редко. Иисус вообще, наверное, за год 2 раза, что ли, в море плавал. Сейчас спросим, кстати. Так, вот, Иисус едет с девочкой Сашей, которая тоже вписывается в доме Джесуса. Курочки, птички. Ох ты, блядь, чуть не сдавил курицу. Упс. Ключик под коврик. Опа. Это Иисус. Это Саша. И зубы. Вот. Не успел приехать, уже предлагают зубы. Конечно. Почем продаешь зуб? Найденный. Ладно, мы идем плавать. Погнали. У нас есть арбуз, немножко напитков. И, кстати, солнце скрылось. Кайф, будет не жарко. Короче, вот на этом пляже мы периодически, бывает, плаваем, но очень редко. Так, ну что, мы пойдем поплаваем немножко. Саша уже побежала. Давайте же понаблюдаем. Так, Иисус уломал меня взять телефон в море. Да нет, значит, ты, снимать купание без купания. Типа, вот мы пошли купаться, а потом мы такие вышли уже накупанные. Ну, типа, да. Даже поверьте на слово, да? Ой, водичка вообще, парное молоко, реально. Температура тела примерно. Это как всегда. Главное, кокушки, чтобы зашли. Во. Зашли. Я снимаю она. Ох ты! Фу, бля. Да, я уже не уверен, что это была хорошая идея взять с собой телефон в море. Хорошо. Я вот тут как раз рассказывал, Тёмыч, Да. что за херня? Мы живем на море, а на море не ходим. Да. Ты какой раз на море здесь? Блин, я, мне кажется, 4-й раз на море. 4-й раз. За 8 месяцев жизни. Или даже больше, наверное, уже. Блин, а почему? Какие объяснения? Да просто, когда ты постоянно рядом с морем живешь, то как-то и не до него. Я же говорил. Реально. Поэтому я рад, что сейчас Гринч снова к нам заселился и вытягивает иногда на море. Мы с ним вот буквально когда вчера, что ли, ходили. Ну да. Офигеть, прикинь просто. 2 дня подряд. 2 дня подряд, это уже какое-то правило. Нарушаю все законы. Да. Вот Саша с нами тоже купается. Да, Саша тоже жилец. О, там вон и Вита, смотри. В храме. О, а вон и Вита идет. О, да, смотрите, вьетнамец отправился на корзине за рыбкой расставлять ловушки. Надо им сказать, типа, чуваки, вам уже никто не запрещает лодки нормальными делать. Чего вы до сих пор на круглых плаваете? Все, уже нет никаких там этих французов, которые вам будут что-то там читать за это. А они все до сих пор по стариночке на круглых лодках. О, акула плывет. Где? Вот. Вот это Вита, если кто-то помнит Вита. А еще в телеграм-канале была история, как Вита почти отчекрыжила палец, и мы его спасали. Палец, Пакеш. Вообще, он отрос, типа, как у рептилии. Да. Может, ты ящерица, чувак? У вас нет ощущения, что кто-то покусывает? Покусывает, есть приятное такое. Не знаю. Бывает. Ну, это смотря в какую часть тела покусывает. Друзья, напишите в комментариях, за какую часть тела вы хотели бы ощутить покусывание в море. Укус медузы. Кстати, местные медузы достаточно больно жалятся. Тут есть несколько видов. Одна как бы так средняя, а другая прям болючая. Да, вот это прикольно, когда есть возможность взять с собой камеру, даже в море поплавать. Когда уже настанет время, когда все гаджеты будут вот такие, когда их можно просто брать с собой куда угодно, нырять с ними, потому что на нынешнем уровне все это как-то ненадежно. Вот, а Вита, друзья, Вита, он занимается приготовлением, приготовлением еды домашней. Пойдемте узнаем, как идет бизнес. Вита, как бизнес продвигается? Вот продал 1 йогурт. 1 йогурт? Это первый йогурт, который я продал. Сколько у тебя максимальная ставка за день получалась? Ну, типа, поднять бабла. За день, лям получалось. Лям. Вот так вот, друзья. Вы думаете, что мы здесь бедствуем? Вита зарабатывает 1 миллион в день. Понимаете? 1 миллион в день. Да, надо брать с тебя пример, Вита. Потому что я столько не зарабатываю пока.
денег. Но хотелось бы вообще лям в день зарабатывать. Я думаю, у тебя есть шанс. Да, я думаю, я бы тогда благотворительностью занимался. Что бы наблаготворил? Наблаготворил? Первым бы делом. Построил бы ашрам. Ашрам. Да. Вау. Ашрам без религий. Без религии. Ашрам без религий. Антирелигиозный ашрам. Просто вообще ашрам человека. Ты туда заходишь и такой, здесь просто ты человек. Да. Место, где можно почувствовать себя просто человеком. да. Без концепции, без религии. Вообще. Без правил. Да. Там люди будут делать. Там люди будут просто логичными людьми, обыкновенными. Человек обыкновенный. Да. Ашрам человека обыкновенного. Это будет, смотри, О-Ч-О. Очо. Очо. Это есть Оша, а у нас будет Очо. Ашрам человека обыкновенного. Друзья, так что можете уже записываться. А где у нас нет земли? Может, на воде будем строить? Смотри, вода у нас есть. Да, мы можем- Много воды. Плот можем сделать. Плот. У тебя уже есть, на самом деле... Саппорт. Саппорт. Мы можем его усовершенствовать. Мы можем на него положить такие доски, сделать еще понтоны такие, да? Вот. И будет уже большой такой сап. Вот. А потом это будет огромный плот, как Ноев ковчег. И мы туда будем собирать всяких тварей. Животных, людей. Твари в первую очередь соберем. Всех тварей соберем. Кстати, представляете, это получается такая завершающая арка. Вот в сентябре, получается, кончается контракт дома Иисуса, и все уже думают, а куда бы разъезжаться, кто куда хочет. Непонятно, где мы вот через 2 месяца окажемся. Прикинь, сейчас вот кто-то один туда уедет, другой сюда. По-любому так и будет. Да. Но у нас несколько разворотов событий, на самом деле, уже есть. Мы уже думали про столько разных планов. И пока не хочется вам рассказывать, какой у нас план в итоге более очевидный. Но вы можете помечтать в комментариях, что же вы хотели бы увидеть. Или где вы хотели бы увидеть нас. Да. Блин, такой кайф, солнце за облаками, вот это идеальная погода. Не жарит, не обгораешь, вообще температура воды. Примерно к температуре тела можно вообще не замерзая находиться в воде. Я бы здесь жить остался, если честно. Если бы у меня были жабры. По поводу дома, то, что контракт у нас заканчивается 15 сентября, и потом начинается сезон дождей. И нам надо куда-то срулить. И дом на самом деле классный. Мы тут прожили уже почти, 8 месяцев, наверное. И у меня задача сейчас принять решение, вытаскивать ли депозит из него, чтобы точно он не ушел, и на следующий год его оставить. Или забрать, и потом уже будет как будет. Да, ну я голосую за то, чтобы забрать, потому что, блин, ну вот оседать, ну прикинь, год уже этому дому отдал. Ну вот что-то новое надо пробовать в жизни, потому что еще на 1 год уходить в том же доме. Не, ну непривычно. Вернуться на несколько месяцев, когда здесь начнется сезон. Это было бы прикольно. Пока я еще не нашел объективно место, где я прям хотел бы Если находиться будет в такой городе. варик на несколько месяцев, то да. Да, на несколько месяцев. Ну, прикинь, вот сезон дождей закончится, вернуться там типа февраль, март, апрель, Да, май. А там дальше уже будет, что будет. Дальше вообще, да мы так на самом деле, это все, да, догадки, что будет происходить. Так, на самом деле, если посмотреть по каким-то жизненным планам, я бы их вполне реализовывал бы дальше в этом доме, продолжая просто делать то, что я делаю. Вот, потому что, в принципе, развиваться в работе мне нравится. Привлекать всяких интересных людей к своей движухе, записывать больше видео. Сейчас я больше записываю видео, видишь, такого развлекательного, скажем так, формата. Ну да. Всякие покатухи и так далее, но мне очень хочется донести свои музыкальные идеи, ягические, и я к этому постепенно иду. Нужна база для этого какая-то такая оседлая, поэтому я такой оседлый путешественник. Да, я вот наоборот как-то стараюсь так себя пинать, но это плохо получается, чтобы перемещаться чаще, чтобы не останавливаться на одном месте больше, там, чем на 3 месяца. А по итогу, получается, так остался, друзья под боком, и ты уже такой косяк дунул и думаешь, блин, на что куда-то ехать? Уже ехать никуда не хочется. Уже везде приехал. Уже как бы приехали, да, уже вот так вот мы качаемся на волнах и просто профессионально живем. О, ништяк. У меня уже телефон насквозь, мне кажется. Так, ладно, надо выйти, оставить телефон на суше. Хочется нормально поплавать, с одной рукой что-то, какой-то барахта не получается. Домик. Тут как все изменилось вообще. Смотрите, сколько вещей скопилось за год. Все было пустое абсолютно. Куча инструментов музыкальных. Гитары, ситары, чайные столы, кахон. Короче, куча стафа. Ну, то есть, чтобы это все отсюда вывезти потом, я не знаю даже, как это все будет. Да, надо КамАЗ. Мне кажется, что половина вещей останется просто в этом доме. Да, домик, конечно, классный.
пойду все в комнату. Моя комната это, так уж завелось, это прачечная. И что еще надо вообще от жизни? Знаете, я подумал, что сегодня, наверное, спать здесь не буду внутри дома. У меня есть палатка, и вот мы были на этом пляже классном. Поеду сегодня, раскину палатку на пляже и затусуюсь прям там. Кстати, пока не забыл, сразу хочу сказать. Последний месяц я монтировал видео своего брата. Они уже выходили на канале. Он там по Центральной Америке путешествует. Так что я сделал еще около 6 видосов. И постепенно буду публиковать их на канале. Для тех, кому не терпится, можете зайти в плейлисты и немножечко поискать, и найдете там все 6 видео. Смотрите, если кому интересно, за приключениями моего брата. Он там бомжом катается в машине, спит на пляжах каких-то. Короче, такая у него там бродяжническая жизнь по Центральной Америке на машине. Так что не удивляйтесь, если периодически будут появляться видео не со мной, а с моим братом на моем канале. После морешка на крышу и смотреть на закат. Обалденное тут, конечно, место, несмотря на то, что вокруг сплошные кладбища. Да, за то время, пока я не снимал видосы на YouTube, у меня пропали усы и отросли волосы. Вот это потвы. Смотрите, вон там вдалеке эти домики. Это Дананг. А мы сейчас на пляже были. Вон там, где вот эти 2 домика. Это море. Вот там прибрежная линия. Сейчас немножко понаблюдаю за закатом и поеду с палаткой обратно туда на пляж. Буду монтировать это видео прямо на пляже и заночую тоже там, чтобы с утреца, где-то часиков в 5, освежиться, пораньше проснуться, так сказать, начать рабочий день безработного. Это вот только ближе к мунсуну такой закат начался. Обычно практически нет облаков, и вот этого зарева такого атомного практически нет. А сейчас вот предмонсунное время, очень красивые закаты. С вечерний дом Вита. Вита готовит. Вита много готовит. Домашней еды, выпекает хлеб. Что это такое, Вита? Варенье из манго, а вот это из драгона. Я еще такого не пробовал. Короче, тут полным ходом, как видите, домашняя готовка. Вита упарывается, короче, по веганству, сыроедению. В общем, типа такая супер healthy food, поэтому готовят прикольные всякие такие веганские штуки. Мы тут периодически едим, даже никуда ездить не нужно. Порой раньше мы гоняли куда-то в кафешки. В кафешках заседали, ели, а сейчас вообще из дома выходить не надо. Вот, пожалуйста, все здесь. Еда здесь, никуда выходить не надо. И это немного, на самом деле, удручает, потому что я устал уже реально от того, что сижу на одном месте. Я как бы понимаю объективно, почему я сижу, но, короче, что я вам объясняю, вы сами все знаете. Не просто передвигаться, не просто. Ну почему? Потому что прокрастинация, потому что еще что-то, потому что накурился, потому что просто впадло. И вот так вот оно затягивается. День, 2, 3, 4, месяц, год. И тут ты понимаешь, я уже год во Вьетнаме. Охренеть. Поэтому вот дохожу до какого-то такого периода, когда думаю, не, все, чувак, пора. И я сейчас съехал с квартиры. Не потому, что я, не могу себе снять там комнату или еще что-то, а просто потому, что хочется чего-то нового, хочется какую-то новую нейронную связь получить, и хочется просто какого-то движения. И я уже не знаю, как по-другому себя заставить это движение совершить, если не поставить себя вот в такие неудобные, так скажем, условия. Когда тупо нет своего жилья, ты либо на ковре спишь, либо, на песке. Так что какое-то время попробую в таком вот режиме подвигаться. Посмотрим, что из этого выйдет. Сам не знаю. Ну что, приехали.
Это выход на пляж, где мы сегодня были. Короче, о чем я там вообще рассказывал? Я рассказывал про идею того, что нужно двигаться, нужно перемещаться, нужно что-то новое. Ну, короче, классическая хрень, чтобы не сойти с ума в этом безумном мире, потому что если мы не будем этого делать, мы начинаем крутиться в дне сурка и сходим с ума. И вот мне кажется, что за последнее время такого, я даже не знаю, как это назвать, затворничество или как, хотя я виделся с друзьями. Ну, в общем, у меня был такой период затишья, когда я просто жил, занимался своими делами, немножко крафтил украшения, общался с друзьями очень много. То есть просто жил жизнь. И да, в какой-то момент просто жить жизнь становится скучно. Ну, то есть кажется, блин, зачем все это происходит, зачем я все это делаю? Я уже дошел до того, что Я хочу работать на пляже. не дома, в комфорте, под кондиционерчиком. Я взял с собой чай, взял с собой палатку, взял фруктов, дуриан, кстати, купил. Чаечку подзаварил. Что я хотел еще сказать? Спасибо вообще, что многие из вас мне писали, и я продолжаю с вами общаться. На комменты в Ютубе я давно уже перестал отвечать, но иногда я туда захожу. Просто это отнимало очень много времени, я делал это несколько лет подряд. Благодарю в любом случае, что ждали от меня какого-то контента. Хотя, честно сказать, я не знаю, что я могу такого вам дать, показать или рассказать. Просто вот такая вот жизнь. Вон там, смотрите, тусовка какая-то. Это какой-то буржуйский отельчик. Там у них отдельный вход, отдельный пляж чистенький. А здесь как бы такое место более, так скажем, хипанское. Вот этот шек, в котором практически ничего не готовят. Бесплатные лежачки. Очень приятное место. Я частенько сюда приезжаю. Люблю здесь проводить время. Вот, я еще хотел что сказать. Хочу попробовать все-таки. У меня уже было столько подходов к этому, реально. Я хочу поснимать короткие форматы. Ну, то есть вот эти длинные видосы по часу 20. Там Иисус вообще вот тоже он снимает. С ума сошел. Это вот занимает очень много времени. Это реально так непросто. И я хочу попробовать снимать вот такие небольшие обрывки одного дня. То есть вот как, например, в этом видео. Проснулись, вышли, поплавали, встретили закат, и все. И вот уже и конец дня. Чё ты лаешь? Чё ты лаешь? Такой у меня сегодня рабочий кабинет. Небольшая лампочка, чтобы было что-то видно. В общем, во-первых, я вернулся, наверное, надеюсь. Я надеюсь, что я войду сейчас в этот режим. Мне действительно очень хочется продолжить снимать. Мне просто хочется вернуться вот в этот вот блогерский режим, когда я просыпаюсь, и за один день я могу снять короткое какое-то небольшое видео. Главное для меня это просто что-то делать. Это как японское ваби-саби. Сделать что-то хоть как-то, чем не сделать вообще. Много отвлекающих факторов, конечно, присутствует, но я буду стараться. Каждый раз нужно заново, как-то, знаете, заново раскручивать себя, вовлекать себя снова вот в эту вот жизнь. Потому что все-таки жизнь, когда наблюдатель в виде камеры появляется, она немножко другая, и что-то в ней, короче, я не знаю, как это объяснить, но это дерьмо работает. Это эксперимент с частицами, можете посмотреть. Никто не знает, почему это работает, но это, работает. Так что вы являетесь той самой частицей, которая не позволяет мне исчезнуть просто так. Раствориться в прокрастинации. И спасибо вам за это.